Каждый раз, когда человек думает о том, как привлечь в его жизнь деньги, он идет легким путем. Каждый раз, когда он думает о том, как же он может заработать, он забывает о том, что человек должен быть специалистом в какой-то области. Когда я вижу большое количество людей, которые говорят, мне нечем платить, я не знаю, как заработать и так далее, я обычно говорю им обыкновенные слова. А что же вы умеете делать? В целом, если человек ничего не умеет делать, тогда ему и не за что платить. Каждый раз, когда человек говорит, я плиточник, но у меня сейчас нет хорошей работы, потому что в стране кризис, я обычно рассказываю историю. Когда-то мне сделали в ванной красивую плитку, и мой ребенок отбил одну плиточку. Я позвонил тому человеку, кто эту плиточку положил, и говорю, вы бы могли мне это отремонтировать? Он говорит, мог бы, но я могу это сделать только через год, так как у меня большое количество работы. В этот же вечер я ехал на такси, и в такси мне таксист сказал, а я вообще плиточник, но я сейчас не работаю, потому что у меня совершенно нет заказов. Тогда вопрос, что же отличает одного этого человека от другого человека, который вез меня в такси? Этих людей отличает между собой возможность стать специалистом в той области, которую этот человек выбрал. Одно из самых удивительных условий, которое заставляет нас быть в теме материального благополучия, это возможность бесконечного творческого роста и бесконечной возможности образовательных программ, которые позволяют нас становиться специалистами, лучшими специалистами в разных областях. Таким образом, если у человека есть маленький киоск, то этот человек должен знать, каким образом ставить правильно бутылочки. Этот человек должен знать, каким образом привлекать людей, которые должны подойти. Он должен знать, что такое дебет-кредит. Он должен понимать, что такое финансирование. Именно поэтому я говорю о своем секрете, который звучит так. Всегда будь лучшим специалистом в той области, в которой ты работаешь. А если ты не специалист ни в какой области, то сейчас очень несложно получить определенную спецификацию. Огромное количество семинаров и тренингов, которые даются в интернете, могут тебе в этом помочь. Именно поэтому сейчас огромное количество людей, требующихся в интернете, могут быть тобой, потому что ты можешь стать специалистом в области продвижения в интернете, SEO-оптимизатором, ну так далее, логистом. И это образование ты можешь получить на специальных курсах, причем очень недорого и очень быстро. Будучи специалистом в своей области, ты столкнешься с тем, что, будучи конкурентоспособным, ты всегда будешь иметь и хорошую зарплату, и большие возможности. Человек выстроил сам себе паутину неприятностей и паутину того мира, в котором вы находитесь. И в этой паутине мира вы не даете себе измениться, потому что вы во всем себя обвиняете. Я хочу, чтобы вы, возможно, я не хочу, но я могу дать совет. Для того, чтобы измениться, вы должны сделать так. У меня не получается бизнес, потому что в стране нет денег. А вы при чем? Даже в тяжелых состояниях не стоит принимать то, что говорят люди. Почему? Люди привыкли жить толпами, мы живем лозунгами. Нам говорят, она работает, когда никто не работает. Кто такая она? Почему она не работает? Почему она не работает, почему она работает, когда никто не работает? Может, и ей не нужно работать. Может быть, она своей работой мешает тем, кто не работает, отдыхать и так далее. Понимаете? То есть вот лозунги, которые создаются для нас, это те лозунги, которые нас обвиняют. Вот это, то, что называется лозунги, называется ментальная сетка. И вот эти ментальные сетки их прям набрасывают на вас. И набрасывают их при помощи социума, при помощи социального программирования, при помощи определенных информационных каналов, которые постоянно говорят, все деньги забрала Америка, все деньги забрала там, что вокруг все плохо. И если вы это берете на себя, то вы ставите себя в рамках вот такой социальной программы, в которой социальные ментальные сети будут вас удерживать, и вы будете себя обвинять в том числе, что и ваша вина есть в том, что в стране нет денег, и ваша вина есть в том, что там вот кредиты не выдаются, и ваша вина в том, что все вот так вот плохо, и вы во всем виноваты. Но это разве правильно? Таким образом, это же сети, а любая сеть это то, что не дает человеку вырваться. Первая мантра нашей школы звучит так: я ни при чем. Поэтому, если на вас нападают, не живите по принципу тех людей, кто должен вести войну или защищаться. Поэтому, если вы, вот смотрите, на вас нападают, вы должны защищаться. Вы ведете неправильную войну, потому что это вовлечение вас в военные действия.
Таким образом, вы должны научиться не принимать на себя удары, не вовлекать себя вот в такую войну, где вы можете защищаться или будете нападать. Таким образом, единственное, что вы можете сделать, сказать: я ни при чем. Совесть должна быть. Почему я ни при чем по отношению к детям, которые рядом со мной находятся? Вы представляете, мне ни при чем, или я считаю, что я при чем, только в том случае, если вот то существо, которое что-то требует, это существо, которое я искренне люблю. Понимаете, да? Тогда я при чем? Мы переходим к другой тенденции, которая называется «Как в человеческом теле формируется энергия и что это такое?». Наша энергия формируется за счет определенной системы. И эта система целиком связана с физическими формулами. F равняется, кто знает, как дальше. Минус F. Эта система, которая называется действие, равняется противодействию. Я уже сказал, что человек делится на 3 элемента привлечения в свою жизнь энергии. Какие энергии должен человек привлекать в свою жизнь? Энергию материального плана, которая привлекается за счет энергии, которая находится в животе. Энергия чувственного плана, которая находится у него в груди. И энергии морального или духовного плана, или даже мысленного плана, который находится у него в голове. Фактически, создавая энергию очищения, вы создаете элемент, который называется огонь. Зачем вам создавать элемент огонь для всего дома? Не нужно. А где же вы будете брать огонь? Вы его возьмете из середины себя. То есть это ваша психоэмоциональная, дальше я буду называть ее психическая энергия. Хорошо? Условно, психоэмоциональная энергия, которую создает человек, называется у нас психическая энергия. И я забыл вам сказать вот что. Ребята, существует правило. Если человек днем закрывает глаза, он переходит в элемент иллюзии. Всегда. Поэтому никогда днем вы не сможете снять информацию, если будете закрывать глаза. Вы просто-напросто переходите в иллюзорный мир. Я думал, будучи маленьким ребенком, что деньги плюс деньги плюс деньги является человеческое счастье. Когда прошло какое-то время, я столкнулся с тем, что сколько бы денег не было, их все время хочется еще, потому что цели появляются разные. Тем не менее, сравнивая себя, неуспешного человека, и сравнивая себя с успешными людьми, я начал обращать внимание, что мы отличаемся скорее не внешне, а скорее по каким-то внутренним признакам. И у меня появилась определенная формула. Эта формула звучит так. Деньги равняются, получай от жизни удовольствие, плюс имей семью, в которой ты любишь своих близких людей, отдыхай от своего бизнеса, а также становись специалистом в этом виде бизнеса, которым ты занимаешься. При этом некоторые части из этих формул я бы хотел сегодня с вами обсудить. Каждый раз, когда я говорю о деньгах, я говорю о том, каким образом, что вызывает в нас энергия, которая называется деньги. Энергия, которая называется деньги, вызывает у нас определенные эмоции, которые должны либо привлечь в нашу жизнь деньги, либо оттолкнуть из нашей жизни деньги. Это устроено по принципу страдания или получения радости. Каждый раз, когда мы видим деньги в чьих-то руках, видим чей-то успех, каждый раз мы испытываем либо состояние страдания, либо состояние радости. Таким образом, если мы постоянно испытываем состояние страдания, то великая энергия, обращая на это внимание, полностью убирает из нашей жизни материальное благополучие. Если мы умудряемся испытывать состояние счастья от того, что мы видим деньги в чьих-то руках или в своих, когда мы их отдаем или принимаем, то каждый раз после этого деньги начинают появляться в нашей жизни. Именно поэтому я считаю, что внутренняя гармония и определенные секреты, которым я хочу вас обучить, позволят вам привлечь в вашу жизнь материальное благополучие. Итак, когда же мы испытываем состояние страдания? А давайте теперь вспомним, когда мы стоим в магазине и пытаемся в магазине рассчитаться. Испытываем мы при этом состояние жалости от того, что у нас есть эти деньги в наших руках. Конечно же, очень часто человек отдает последние деньги, при этом испытывает страдания, не понимая, что существует ряд великолепных секретов, один из которых звучит так.
Деньги всегда имеют свое направление. Каждый раз, когда вы отдаете деньги и рассчитываетесь этими деньгами в магазине, всегда произносите слова, которым я вас научу. Произносите про себя слова, покупая свое материальное благополучие. Таким образом, калькулятор, который находится в нашей голове, он плавно исчезнет. И каждый раз, когда мы начнем отдавать наши деньги, которыми мы будем рассчитываться, мы можем мысленно произносить и давать направление нашим деньгам. Когда я начал первый раз объяснять это людям, я решил сам проэкспериментировать. Проводя определенные семинары, я решил утром купить себе рубашку. Когда я купил себе рубашку, на одной из купюр я пометил буквой «Д» одну из купюр, за которой я покупал рубашку. Моему удивлению просто не было предела. В тот момент, когда я вечером получил деньги от того, что я провел семинар, и в поезде увидел свою купюру, которая была помечена, потому что, когда я покупал рубашку, отдавая эту купюру, я произносил: покупаю себе свое материальное благополучие. У меня есть ряд учеников, которые на сегодняшний день могут утвердительно доказать, что каждый раз, когда они отдают деньги, они говорят: я покупаю себе материальное благополучие, покупаю себе квартиру или дом, покупаю себе любимого мужа, покупаю себе, и так во всем. Отдает ребенку, отдает жене, отдает еще за что-то, и элемента отдачи нет. То есть он просто направляет свои деньги, говоря слова, покупая свое материальное благополучие. Таким образом, человек не блокирует работу с энергией денег и не испытывает страдания в тот момент, когда он эти деньги отдает. Но часто мы испытываем страдания в тот момент, когда мы видим чьи-то деньги, а также видим эти деньги в чьих-то руках. Мы начинаем переживать, нервничать, и в нашей голове появляется огромное количество вопросов. Ой, почему у этого человека есть, почему у меня нет, как это он умудрился? Часто мы видим успешных людей и говорим: о, надо же, едет на дорогой машине, как же она эту машину заработала, вероятно, ее родители богаты и так далее. Каждый раз, когда человек видит это, я так думаю, у него включается определенный элемент, который блокирует в его жизнь поступление материального благополучия. Наверное, этот элемент в народе называют жадностью, или, наверное, его по-другому называют жаба. И прообраз вот этой маленькой жабы, которая держит во рту монетку, наверное, не является той жабой, которая живет в душах многих людей. Каким же образом можно это все у себя убрать? Каждый раз, когда мы видим успешных людей, мы можем мотивировать себя тем, что мы можем сказать такие слова: скоро у меня это будет. Когда мы видим успешного человека, мы можем сказать: скоро у меня будет то же самое, что есть у этого успешного человека. Если в нашем кошельке нет денег, но есть деньги в чужом кошельке, и у нас появляется ощущение: ой, почему у меня этого нет, мы можем сказать: зато скоро будет. Когда-то я был в гостях, и в гости приехала одна девушка, которая шла рядом со мной и спрашивала у своей подруги: а это твоя квартира? И подруга говорит: да, это моя квартира. И она говорила: ой, какая красивая у тебя квартира. Почему она так говорила? Потому что ее душила жаба. В тот момент, когда у человека появляются такие ощущения, то это выглядит так. Женщина, допустим, смотрит и говорит: ой, какой хороший мужчина идет рядом с этой красивой женщиной. После этого говорит: какая же она собака, такого мужика себе оторвала и так далее. Что же она делает? Таким образом, эта женщина блокирует поступление этого в свою жизнь. Почему? Потому что для собаки такой мужчина может быть, а для тебя, хорошей женщине, такого мужчины не положено, потому что ты сама себе заблокировала поступление такого мужчины в свою жизнь. Каждый раз, когда мы говорим: вот сволочь, почему у него есть вот это, мы говорим, что только у сволочей может быть это, а у таких приличных и хороших людей, как я, этого не может появиться, потому что мы сами заблокировали появление этого в свою жизнь. Таким образом, если вы хотите, чтобы в вашей жизни это появилось, каждый раз, когда вы видите деньги в чужих руках или видите успешных людей, всегда восхищайтесь этими людьми и говорите это при помощи слов: о, молодец, скоро у меня такое будет. Если вы не замужем, говорите: о, какая женщина идет с каким хорошим мужчиной, скоро у меня будет такой. Сегодняшняя наша тема — это продолжение вчерашней темы. И вчера мы закончили на ритуальной защите. Кто-то сегодня пробовал делать ритуальной защите? Хотите, я скажу, что вы должны почувствовать? Вы должны почувствовать ничего. Ритуальная защита — это то, что вы ощущать не будете никогда. Зачем же она делается?
начинают ощущать окружающие люди. То есть они перестают завидовать, они перестают в вашем направлении нервничать, они перестают на вас обижаться и так далее, и так далее. То есть это не для вас делается, это скорее делается для них. Вот эти вот внутренние концепции, которые связаны с тем, что мне там незачем платить, я там дурнушка или еще что-то, через призму ритуальной защиты эту информацию с вас не снимают. Понятно? А также, если вы кого-то раздражаете, то после ритуальной защиты вы будете раздражать меньше. Ритуальную защиту не нужно делать долго, ее делают год, после этого можно ее всю жизнь не выполнять уже потом. Кармические узлы жизненной реализации. Если человек развяжет себе узлы, то его жизнь меняется наверняка на 100%. Он становится менее трусливым, он становится более решительным, более отважным, более стойким, более крепким, более умным, более выговаривается, появляется где-то желание творчества, желание двигаться вперед и так далее. Если смотреть по нашей сфере жизни, то отдаем мы больше, чем принимаем. Согласны? Смотрите, отдаем мы 1, 3, 5, 7, а принимаем только 2, 4 и 6. Таким образом, на одну чакру больше мы отдаем энергии, чем мы берем. Почему? Это так устроен процесс жизни человека. Если мы отдаем больше, чем мы берем, значит мы должны в дальнейшем, это призма нашего старения. Таким образом, человек израсходует свою жизнь за счет того, что он отдает больше, чем он приобретает. Но это будет продолжаться до тех пор, и вы будете жить до тех пор, пока вы будете стараться именно так жить, отдавать больше, чем вы можете забирать. И до того момента, пока человек будет хотеть отдавать, он будет жить. В тот момент, когда он ничего не хочет отдавать, это начинается у него в виде первых признаков смерти. До того момента, пока человек хочет танцевать, пока человек хочет любить, пока человек хочет там что-то говорить, пока человек хочет работать, пока человек что-то делает, он будет всегда существовать и будет иметь возможности жить. До того момента, пока он не сядет в комфорте, не начнет вспоминать и не включит у себя состояние бесконечного накопления энергии. Люди умирают от того, что у них происходит перенакопление энергии, и они взрываются. Почему? Потому что отдавать они при этом не хотят. Почему я имею все и при этом заставляю себя принимать людей, проводить семинары, читать семинары? Потому что это особенность жизни. Хочешь жить, старайся что-то делать постоянно. Понимаете? Не торопитесь, не стремитесь к бесконечному комфорту. Он убивает людей. Итак, какие узлы и зачем их развязывать? Самый первый узел, который мы должны развязывать, это узел, который называется спутанные ноги. Почему он возникает? Это мысли наших прародителей, а также наши кармические прегрешения, которые мы накопили на протяжении нашего жизненного опыта, а также опыта прошлых жизней. К чему он приводит? У человека появляется из-за того, что есть вот такие вот узелки на ногах, варикозное расширение вен, а также болезненные состояния ног. Данная специфическая практика эзотерическая позволит вам избавиться от безденежья и болезней, потому что начинает циркулировать и двигаться энергия материализации через ноги вверх, саттвическая энергия. Дело в том, что саттвическая энергия — это как раз то, что не хватает людям больше, чем всего остального. Чем сильнее болеет человек, тем меньше саттвической энергии он потребляет. Это значит, у него что-то там перемотано на его ножках. Таким образом, избавляется человек от страхов, нервных состояний и так далее, и так далее. Понятно? Как часто это нужно делать? Ну, если вам нужно сказать, как часто, одного раза утром достаточно, 1 раз в неделю. Если вы это поделаете хотя бы 1 месяц, 1 раз в неделю выполняя, 4 раза в месяц, то заметно улучшите и состояние своего физического тела, и увеличится и решительность, и как-то на второй план отойдут какие-то безумно цепляющие нас нервные состояния. Не нужно узлы развязывать всю жизнь, потому что узлы развязываются только в начале выполнения эзотерических практик. Если вы их развяжете, допустим, 10 раз в своей жизни, то больше в своей жизни можете их не развязывать. Существует китайская пословица, она звучит так: чем белее белая сторона человека, тем темнее черная сторона человека. О чем они говорят? Существует великолепная тайна, которая звучит так:
каждый раз, когда человек все время работает, то он устает от работы. И этому человеку необходимо где-то отдыхать. Именно поэтому я искренне сострадаю тем людям, у которых нет семьи. Потому что эти люди вынуждены постоянно работать на работе и после этого работать дома. Зачем же так мы созданы, что у нас появляется искреннее намерение и желание образовать семью? Семья создана для того, чтобы человек мог на протяжении своей жизни в семье отдыхать. Так в случае, если вы приходите в свою семью, старайтесь обязательно отдыхать в своей семье. Семья создана для того, чтобы получать в семье состояние отдыха и накапливать силы для покорения новых рубежей. Таким образом, если вы дома покоряете рубежи, воспитывая друг друга, ищете повод для того, чтобы разойтись через состояние или призму недоверия друг к другу, то очень часто у вас появляются материальные падения. Таким образом, именно из семьи начинается очень яркий, активный материальный рост. Таким образом, если человек хочет достичь материального благополучия в своей жизни, он должен сделать все для того, чтобы в его семье присутствовало состояние мягкого отдыха, гармоничных отношений и постоянной толерантности, интеллигентности. Таким образом, вы не будете уставать от своей работы. Именно поэтому я часто говорю такие слова. Всегда обращай внимание на то, с кем ты живешь. Делай свою жизнь в семье такой, чтобы следовать традиции китайской пословицы, которая звучит так: чем белее белая сторона человека, тем темнее черные стороны человека. Делайте яркую белую сторону в своей семье для того, чтобы сделать черную сторону у себя на работе. Почему? Состояние решительности, состояние тоталитарности, состояние успеха – это состояние энергетическое. Это нужно проявлять у себя на работе. А состояние интеллигенции, толерантности, а также общего состояния ровности мы можем достичь в семье. Таким образом, если дома любовь, то у нас появляются всегда деньги. Обращайте внимание на то, с кем вы живете. Еще одна тайна. Недавно у меня была встреча с моей подружкой, которая работает на Поздняках в городе Киеве и занимается там массажом. Когда я с ней начал общаться, она мне рассказала историю. Она мне сказала: сегодня со мной рассчитались и дали мне заработную плату. При этом тот человек, который мне эти деньги заплатил, сволочь, потому что этот человек мне не доплатил, должен был заплатить столько, заплатил столько. Пусть он, зараза, подавится. В чем ошибка этой женщине и почему именно такие слова заблокируют в ее жизнь поступление для нее в дальнейшем материального благополучия? Она нарушает основной принцип, который звучит так. Принцип звучит всегда так. Всегда в своей жизни радуйся деньгам онлайн. Именно сейчас. Каждый раз, когда я получаю 1 рубль или 2 рубля или 3 рубля, я делаю так. Возможно, внешне не проявляю никогда никаких эмоций, но всегда в середине меня происходит взрыв внутренний. Таким образом, каждый раз, когда я получаю деньги, я делаю так: мои денежки. Каждый раз, когда я отдаю деньги, я тоже должен научиться получать от этого удовольствие. Почему? Давайте вспомним 3-й закон термодинамики. Действие равняется противодействию. Именно поэтому часто в нашей жизни мы совершаем такую ошибку. Чем больше мы не хотим отдавать, тем меньше нам захотят отдавать другие. Таким образом, если мы будем с легкостью отдавать, то найдутся люди, которые с легкостью захотят отдавать нам. Каждый раз, когда вы жмете отдавать деньги расчете в магазине или своему ребенку, или своей жене, то у вас появится в бизнесе огромное количество людей, которые будут это испытывать по отношению к вам. Вся система, которая связана с энергией денег, она имеет особенность. Эта особенность звучит так: полная циркуляция обмена денег в нашей жизни. Поэтому в случае, если человек с легкостью их отдает, то в его жизни они с легкостью и поступают. Именно поэтому сегодня хочу акцентировать внимание на 2 вопросах, которые я открыл. Один из этих вопросов звучит: всегда получай удовольствие от тех денег, которые ты отдаешь или забираешь, получай удовольствие внутри
испытывает это радостное состояние или радостное чувство. Научись испытывать это в виде брызг шампанского в тебе или даже салюта. При этом никогда не обращай внимания на то, что говорят люди, которые рядом с тобой находятся. Будь кто и будь кому отдавай, но всегда или принимай, всегда испытывай от этого яркое состояние удовольствия. Не забудь использовать мои слова, которым я научал тебя в предыдущих программах. Отдавая деньги, произноси слова, покупая свое материальное благополучие. Хотите, чтобы ваша семья была крепкой, создайте очаг. Очагом считаются сбережения мужа и жены. Человек должен создать домашний очаг, и человек должен жить так. Вы теперь откроете для себя определенную тайну. Если у вас дома 200 гривен запаса лежит, то тогда вы, как говорят родители, на черный день. То тогда максимальный ваш доход на протяжении месяца может соответствовать только лишь этой сумме. А если у вас квартира и машина есть своя, тогда нужно взять эту сумму, поделить эту сумму на 2. Это то, что вы можете заработать в течение одного дня, если выставите это на рынок, ровно половину. То есть покупали квартиру за 500 тысяч долларов, если ее сейчас продадите за 200, то будет очередь. Согласны, да? И можно ли это продать в течение одного дня? Тогда эти деньги можно считать частью очага. Допустим, или машина. Купили за 100 тысяч долларов, она сегодня стоит 80 тысяч долларов. Поделите на 2, она будет стоить 40 тысяч долларов. Или машину купили за 40 тысяч долларов, сейчас она стоит 30, поделите на 2, 15 тысяч долларов. Это деньги, которые вы имеете. Поняли, да? Таким образом, вы имеете только те деньги, которые являются элементом вашего очага. Естественно, если у вас есть очаг и там много денег, то тогда у вас будет бесконечный доход. Плохой у вас бизнес или хороший. Очаг – одна из самых важных частей семейных отношений. Дело в том, что жизнь – это деньги. Кто бы что ни говорил. Почему? Я вам уже доказал. Вы тратите жизнь на деньги. Согласны? И свою жизнь вы должны ее оценивать и должны дома в семейный очаг ложить деньги. Чем больше денег будет в семейном очаге, тем больше и крепче будут между вами отношения. Люди просто думают, что их 100 тысяч или 200 тысяч, там, или даже 500 тысяч, или даже 800 тысяч – это сумасшедшие деньги. Да вы зря заморачиваетесь. Это вообще... С позиции общего финансового, ну даже портфеля или, наверное, там даже вообще деньги 300, 500, 800, там миллион, это деньги, которые зарабатывает любой бизнесмен, если он правильно зарабатывает или если он правильно налаживает свой бизнес в любой стране, включая Египет, Никарагуа там, и там какую угодно страну. Просто надо знать особенности, какие. Эзотерика играет немаловажную роль. Я знаю, как работает сама система очага. Она всегда была, она всегда работала. Всегда были ключи, были ключники, которые все складывали. И раньше это было так. Большая семья, большой дворец. Во дворце внизу находятся колбасы под замком, мясо под замком и так далее. Это являлось очагом семьи. Семья могла на это рассчитывать. Вы, наверное, уже заметили, вот если есть люди, которые умудрялись складывать деньги, что... Когда появляются определенные суммы денег, то здесь становится спокойно. За что? За семью, за близких. Человек становится другим, он становится уравновешенным, добрее становится. Знаете, вот все становится, как-то выравнивается, понимаете? Восхождение на финансовые элементы происходит по принципу ступеней. Не бывает так, что у тебя 100 рублей, и ты сразу планируешь заработать миллион. Так не бывает. Хоть ты нарисуй вот такие схемы, и они будут все умные и грамотные. Я здесь возьму так, это на это здесь схема, это даст вот это вот так, а это вот так вот, и все. А сколько у тебя денег? 3000 долларов. А сколько на выходе? 10 миллионов. Вы верите в это или не верите, это ваши проблемы. Если вы будете это все упускать, человек начинает зарабатывать по чуть-чуть, после этого это чуть-чуть превращается еще в большее, после этого большее превращается еще в большее, и это большое еще. Вот это 9 месяцев вынашивания плода. Поняли? 9 месяцев. А это рождение ребенка, который тоже имеет свои процессы. То есть, когда у вас есть миллион, то тоже там сначала 1 100 000 ты зарабатываешь, потом 1 200 000. Это как ребенок взрослеет, понимаете, да? То есть, это такая особенность. 9 месяцев нельзя убрать.
Их нужно обязательно иметь, и ты никуда от этого не денешься. Если вы заняли ему деньги, то тогда он в будущем эти деньги не заработает. Таким образом, он бы мог их заработать, а так он их не может заработать, потому что он их начинает брать у кого-то. В моей жизни был опыт занимания денег, я скажу вам так. И когда сам занимаешь проблемой, и когда ты занимаешь другим, тоже проблема. Поэтому спустя годы могу сказать, не напрасно у многих народов, особенно арабских странах, есть харам, запрет на выдачу денег в долг. То есть деньги в долг не дают. И правильно делают, что не дают, люди рассчитывают на себя и живут правильно. И потом нет самоубийц, нет людей, которые... Зачем брать деньги в долг, если нужно рассчитывать на себя? Заработай эти деньги и купи себе квартиру. Тоже в нашей жизни блокирует наши желания быть благополучными. Оказывается, это только 3 действия. Эти 3 действия можно пересчитать на пальцах. Итак, эти 3 действия являются тайной, которые позволят вам очень реально и активно изменить свою судьбу и свою жизнь с целью увеличения материального благополучия в вашей жизни. Это 3 ваших качества, которые связывают вас с вашей жизнью, которую вы прожили. Первый – это качество страха. Второе – это качество нерешительности. И третье качество – невера в то, что завтра может быть лучше, чем вчера. Итак, как же все эти 3 качества можно в себе преодолеть? Первое качество страха целиком связано с тем, что мы не понимаем, как это устроено. Оказывается, когда мы сидим возле стоматологического кресла, мы начинаем бояться, испытываем состояние страха. И как же сделать, чтобы этого страха не было? Мы должны включить в себе состояние решительного действия. Там, где есть действие, страх всегда исчезает. Чем дольше ты ждешь момента, когда что-то должно произойти, тем больше страха у тебя может накапливаться. Именно поэтому я всегда говорю, если тебе страшно, начинай что-то делать. Начинай шевелиться, приседать, чешись, кашляй, дыши. Таким образом ты избавишься от этого страха. Если тебе страшно что-либо сделать, то всегда помни, страхи – это то, что связывает тебя с твоей неуспешной жизнью. Можно ли сказать, что страх является элементом нашей кармы? А карма является повторением жизни наших родителей? Ну, конечно же, да. Если посмотреть на обыкновенного человека, который достиг чего-либо в жизни, будь это президентом или будь это просто богатым человеком, то вы убедитесь в том, что каждый раз человек переступает через свои страхи. Он каждый раз на протяжении своей жизни вновь и вновь переступает через себя, стремясь преодолевать свои внутренние страхи, потому что он прекрасно понимает, что чем больше страхов будет преодолено, тем больше материального благополучия и тем больше общего развития будет и шансов будет в его жизни. Естественно, когда человек живет как премудрый пескарь, то в его жизни не получается ничего, потому что он находит объяснение своим внутренним страхам. Он говорит себе: нет, я знаю, так не должно быть, этого лучше не делать, зачем мне это нужно и так далее. Зачем он это говорит? Лучше пускай он это сделает и сам проверит. Никогда не стоит перекладывать свои страхи на плечи других людей. Именно поэтому я часто говорю, если что-то хочешь сделать, сделай это мгновенно, сделай это сейчас, независимо ни от чего. Страшно позвонить, ты нашел кармическую привязку к своему безденежью, позвони. Страшно нырнуть, ты нашел кармическую привязку к тому, что называется нырнуть, нырни. Каждый раз, когда тебе страшно, преодолевай эти страхи. Нерешительность. Что же делать, если ты нерешительный человек? Опять-таки, любое действие поможет тебе быть нерешительным, поможет решительным стать. Поэтому не обращай ни на кого внимания, сделай глубокий вдох, сделай глубокий выдох и используй принцип, о котором я сейчас хочу сказать. Когда твои силы на исходе, когда тебе совершенно плохо в твоей жизни, когда руки опустились, ты испытываешь состояние боли, ты должен себе сказать: я не сдамся, сцепить зубы и включить 333-ю скорость и начать бежать. В случае, если у тебя болит ножка, сцепи зубы и беги. В случае, если у тебя ничего не получается, сцепи зубы и думай. В случае, если ничего в жизни не выходит, сцепи зубы и начинай движение. Как в сказке про 2 лягушек, которые взбалтывали сметану в подвале, и после этого одна сдалась. Почему? Она была нерешительной лягушкой, поэтому она утонула на протяжении ночи. Вторая была решительная, и она делала хоть какое-то действие в своей жизни. Именно поэтому богатые люди или люди, которые достигли материального благополучия, это люди, которые, несмотря ни на что, постоянно что-то умудряются делать.
о том, как преодолеть следующие рубежи вашего безденежья, о том, что такое эзотерика и деньги, о том, как привлечь в жизнь материальное благополучие, вы узнаете в следующих программах. Сегодня мы запишем практика исполнения желаний при помощи волшебного слова. Вот если человек начинает вспоминать то, что у него было раньше, то вы это вспоминаете в виде вспышек. Каких вспышек? Вспышек радости или вспышек страданий. Поняли? То есть вы и то, и другое является элементом эмоций или концентрированной эмоции. Согласны? Тогда, если мы в прошлом видим только вспышки страданий или вспышки радости, то тогда на что ориентируется в будущем исполнение вашей программы? Оно должно быть ориентировано на вспышку какую? Радости или страдания. Но страдания не нужно. Давайте вспышку радости какой-то. Хорошо? Вы пишете для себя последовательность исполнения ваших намерений. Это не должны быть мечты. Это вспышки максимального эпогея вашего получения любого запроса, который вы напишите на листочке. Допустим, это может быть мой бизнес в год принес $1 000 000, допустим, да, и вы представляете, будто вы сейф открыли, и полный сейф. Сколько это $1 000 000? Это 12,5 метров, это 1 метр 25 сантиметров денег, выложенных в одну кучу. Но там обязательно должна быть последовательность такая, что это должна быть прямо абракадабра. Поняли? Если тук, то это стучит. Все, это слово нужно убрать. Если пук, то это тоже там что-то не то. Тоже оно там ассоциацию какую-то включает. Поняли? Ассоциации в этих словах ассоциация не должна прослеживаться. То есть мама, папа, баба, Адам, это не происходит. Ну, это так нельзя. Поняли? Каждое из этих слов может включить какую-то ассоциацию. У нас есть ограниченное количество психической энергии. Она у вас сформировалась на протяжении жизни в тот момент, когда вы нюхали цветы, видели и радовались, как выглядит там осень, слышали какую-то красивую музыку и так далее, и даже запоминали хорошие моменты жизни. Скажите, можно ли сказать, что у вас переизбыток психической энергии? Тем не менее, за счет психической энергии происходит и появление у человека состояния внутренней добродетели и внутренней доброты. Почему? Истощение психическое, отсутствие отдыха очень часто и приводит к тому, что человек злится. Заметили, да? Не поспали, утром злитесь, да? Как же научиться? Нужно по чуть-чуть увеличивать психическую энергию путем элементарного научения себя восхищаться, радоваться по чуть-чуть. Вы себе поставите 10 или 15 или 100 вот этих вот слоганов, которые вы должны будете читать. И они за год не произойдут. Почему? Возможно, они произойдут за 10 лет, или за 20 лет, или за 30 лет. Почему? Потому что психической энергии мало, и она будет отдавать свою энергию, или вы будете отдавать эту энергию в будущее, и там будет формироваться вот эта идея, которая должна будет путем совпадений привлечь большое количество энергии в пространстве и окружающем мире. В виде таких клише, которые будут соединяться, будут проявляться на вашем энергетическом наподобие там определенных картин. Я вам хочу посоветовать, если вы не хотите выйти замуж, то тогда и не нужно ставить выйти замуж. А как же понять, хотите вы замуж или нет? Если старая рана до сих пор еще кровоточит, то не нужно в старую рану сыпать перец и соль. Понятно, да? То есть если вы хотите выйти замуж для того, чтобы решить свои финансовые вопросы и закрыть там кредитные обязательства, то тогда не нужно это начинать, потому что вы приведете себя к трагедии в дальнейшем. Вот что вам больше всего нужно в жизни сейчас? Хотите, я скажу? Вам нужно материальное счастье. Чтобы вы были материально абсолютно свободны. Чтобы у вас было много денег и вы были материально... Зачем путешествовать, если это сводится к материальному? Тогда зачем путешествие, если нужно наоборот увеличить материальное благополучие? Хочешь путешествуешь, а хочешь не путешествуешь. Хочешь работаешь, а хочешь не работаешь. А хочешь там здесь делаешь путешествие, а хочешь... Оно же все равно упирается только в деньги. Согласны с этим? Тогда что вам нужно сделать? Зачем тогда ставить какие-то программы, где у меня есть квартира, машина, путешествие и все остальное, если здесь можно поставить просто то, что у вас там финансовая независимость в виде там 100 000 долларов, лежащих в сейфе?
И после этого каждый день включаете выполнение программы в виде начитывания тех тарабар-барабарских слов, которые вы будете читать. Поняли, да? И после этого плохо работает бизнес, неплохо работает бизнес. Не думайте об этом, они придут. Хочу задать вопрос вам. Сколько стоит наша жизнь? Может ли жизнь человека стоить определенную сумму денег? Как ни странно, так и есть. Наша жизнь стоит определенную сумму денег. И вот мое доказательство. Оказывается, каждый раз, когда человек идет на работу, после этого приходит домой, после этого идет на работу, после этого приходит домой, и после этого тратит часть своей жизни на то, что он работает, ему за это платят деньги. Поэтому условно можно сказать, что стоимостью нашей жизни является время, которое мы провели на своей работе, деленное на те деньги, которые мы за это получили. Именно поэтому стоимость нашей жизни столько и стоит. Стоимость нашей жизни и определенная сумма времени, которую мы потратили на свою работу. Можно ли изменить стоимость нашей жизни и каким образом это сделать? Может ли стоимость жизни увеличить наше материальное благополучие? Ответ мой положительный. Конечно, можно. Что же обуславливает нашу жизнь? А давайте теперь посчитаем, какие хорошие эмоции есть вообще в нашей жизни. Итак, первое. Хорошо эмоционируй, получай удовольствие в семье, получай удовольствие от того, что происходит вокруг тебя. Отдыхай. Итак, давайте каждое из этих мной проговоренных пунктов попробуем обозначить для себя. Итак, получай удовольствие. А теперь давайте вернемся. Мы от работы получаем удовольствие, когда мы работаем. Когда мы живем, мы испытываем состояние эстетизма или мы не испытываем это состояние эстетизма? Каждый раз, когда мы приходим домой, кушаем ли мы с красивых скатертей, из красивых тарелочек, с теми людьми, которые нам нравятся? А ведь вы, наверное, знаете, что те люди, которые достигают материального прироста в своей жизни или материального благополучия, это люди, которые прежде всего являются эстетами. Мой совет вам: каждый раз, когда вы приходите домой, или каждый раз, когда вы находитесь где-либо, получайте эстетическое удовольствие от того, что есть вокруг вас. Постарайтесь рассмотреть, из чего вы едите, кто эти люди, которые находятся рядом с вами. Начните получать от этого удовольствие. Не зря в народе говорят слова, которые звучат так: Бог дает детей и на детей дает. Почему так устроен человек? Потому что когда он приходит домой, он начинает получать удовольствие от того, что рядом с ним растут его маленькие дети. Он видит, как эти маленькие дети делают свои первые шаги, улыбаются, а также произносят первые свои слова. Они называют его папой или мамой, и после этого происходит материальный рост в жизни этого человека. Теперь вы можете понять, почему это происходит. Потому что человек изменяет свою жизнь, наполняя ее эстетизмом, наполняя ее получением удовольствия от того, что он живет в своей семье, отдыхая в этой семье, а также человек делает более дорогой свою жизнь. Он отдыхает, охраняя свое тело, заботится о своем здоровье, заботится о своей психике, не загружает себя страшными программами телевизионными. Человек старается становиться более эстетичным, человек обращает внимание на то, с кем он живет, на то, из чего он кушает, на то, какая его жизнь. Человек не прячется от этой жизни, а постоянно приходит в эту жизнь для того, чтобы получать от этой жизни хоть какое-то эстетическое и внутреннее удовольствие. Он отдыхает от работы в семье, и таким образом в его жизни и получается увеличенная стоимость его жизни. Мой совет для вас такой: каждый раз, когда проснешься, и тебе нужно пойти на работу, не торопись вставать. Попробуй получить удовольствие от того, что ты выспался. Таким образом, обрати внимание на того человека, кто рядом с тобой спит. Постарайся понять, что этот человек для тебя еще и близкий. Постарайся встать и после этого вкусно покушать. Не торопись идти на работу, а постарайся увидеть, что вокруг тебя происходит смена погоды, смена погодных условий, что едут машины. Постарайся сделать так, чтобы день, проведенный на работе, был связан с тем, насколько ты сконцентрирован на этой работе, а день, проведенный дома, был сконцентрирован на отдыхе, который будет связан с этой работой. Так дома я рекомендую выключить свой телефон, закрыть ноутбук,
ноутбук и не работать, когда рядом с вами находятся ваши близкие люди, получаете эстетическое удовольствие и моральное удовольствие от отдыха с этими людьми. Не сидите дома, старайтесь постоянно разноображивать свою жизнь, делайте так, чтобы посещение выставок, картинных галерей, рассматривание или прослушивание совместной музыки, а также эстетизм от рассматривания природы или даже обыкновенный мягкий отдых в домашних условиях вызывал у вас чувство внутреннего подъема. Этот внутренний подъем сделает вас в дальнейшем материально богатыми людьми, потому что, еще раз хочу сказать, наша жизнь имеет определенную стоимость. Хочу вам задать еще раз вопрос. Ребята, сколько же стоит ваша жизнь? Ваша жизнь стоит именно столько, сколько вы эту жизнь оцениваете для себя. А вы ее можете оценивать в случае, если в этой жизни появляется огромное состояние счастья, материальное благополучие, которому будет способствовать, огромное количество отдыха, внутреннего состояния удовольствия, а также крепкой и доброй семьи. В свое время я начал изучать информацию, которая была связана с деньгами и или там с отношениями, или посещать какие-либо психологические тренинги, и очень часто попадались такие слова, которые звучали так: энергия денег, энергия любви. А кто знает, что это энергия жизни, а что это такое? То есть, что это за энергия, каким образом эта энергия должна быть, как она формируется? Кто-нибудь может об этом сказать? Во время того, когда мы будем проводить вот эту первую ступень, я поставил для себя целью научить вас за эту первую ступень чувствовать эти энергии, и я объясню, и чем мы это чувствуем, и как мы это чувствуем, и каким образом это в нашей жизни, каким образом мы этим в нашей жизни можем управлять. Разве это не интересно? Самое интересное, наверное, это то, что я полностью изменил подход к эзотерике в своей школе. Поэтому у вас будет очень-очень интересная ступень. А вы знаете, что многие эзотерические системы, которые есть в интернете, они не очень правильно работают? Ну, допустим, один из примеров. Вот смотрите, кто-нибудь из вас видел когда-нибудь видео, где написано «Привлекаем в жизнь материальное благополучие в виде денежного дождя»? А теперь давайте рассмотрим, каким образом это может работать. Вы представляете, оказывается, когда я грязный и выйду под дождь, то такая грязь с меня полностью стечет, если я подкупаюсь под этой водой. Согласны с этим? Смотрите, если я вышел под дождь и я грязный, это смоет с меня эту грязь? Согласны с этим? Смоет или не смоет? Смоет. А что растет у нас из земли? Из земли растет у нас травка, посаженные семена, это в дальнейшем является пищей. Согласны? Тогда что дает пищу человеку? Земля все-таки или дождь, который течет из неба? У меня возник вопрос, он звучит так: зачем мы живем? И тут начинается: мы живем, чтобы сказку сделать былью, мы живем для того, чтобы... Друзья мои, вы представляете, это сводится только к двум словам. Вы представляете, есть эзотерические правила. Я сегодня хочу вас с ними познакомить. Итак, эзотерическое правило номер 1 звучит так. Человек проживет свою жизнь от начала и до самого конца, хочет он этого или нет. Закон номер 2, который звучит так. Жизнь устроена только для того, чтобы человек начал испытывать только два элемента. Вы представляете, нету знаний никаких, есть только два элемента, и вы ради этих элементов живете. Это получение радости и получение страданий. Итак, что приводит человека к страданию? Итак, первое, что, как хотите, вообще по идее это наши правила. Что приводит, вы помните, я вначале сказал, что приводит человека к страданию и что приводит человека к состоянию радости, да? Итак, к состоянию страдания человека приводит три причины. Осознание памяти в середине себя. Таким образом, в случае, если человек начинает тянуть за собой хвост, и он начинает говорить, что для меня очень важно, насколько я взрослая, для меня очень важно, насколько я деловая, для меня очень важно, насколько я богатая, для меня очень важно, то она, получается, тянет историю, и эта история не настоящая, потому что единственная история, которую она может тянуть, то, насколько я радовалась в своей жизни. То есть я получала информацию, от этого радовалась. Тогда условно можно назвать радость еще одним словом, которое звучит так. Радость равняется получению от жизни удовольствия. То есть человек считает, что он должен конкурировать и ставить свой
опыт, который есть в его жизни, на первое место. Вы понимаете, если мы начинаем ставить этот опыт на первое место, то обязательно найдется кто-то, кто умнее, найдется кто-то, кто богаче, найдется кто-то, кто моложе, найдется кто-то, кто здоровее. Конкуренция. А в эзотерике конкуренции не должно быть. Поняли? Поэтому если этот опыт сделать неважным, то тогда конкуренция падает сама по себе. Тогда, оказывается, любая история, которая связана с теми людьми, которые рядом с нами находятся, эта история мешает этим людям рядом с нами изменяться. А также история, которая связана с вами, мешает в дальнейшем и вам каким-то образом измениться. Но вас полностью устраивает ваша жизнь. Наверное, раз вы сюда пришли, не очень. Таким образом, в случае, если вы хотите измениться, то прямо как основа вот эзотерики, старайся не помнить опыт, который тебя связывает с этим человеком, в случае, если он негативный. Не вспоминай все негативное, что делал человек, и тогда он поменяется. Мы люди мира, для нас важно состояние мира. Почему? Мы люди, которые занимаются эзотерикой, живем по принципу, этот принцип звучит так. Живу только с любимыми людьми, живу где хочу и не особо забочусь о материальном благополучии, потому что это само под собой все подозревает. Хочу задать вопрос вам. Сколько стоит наша жизнь? Может ли жизнь человека стоить определенную сумму денег? Как ни странно, так и есть. Наша жизнь стоит определенную сумму денег. И вот мое доказательство. Оказывается, каждый раз, когда человек идет на работу, после этого приходит домой, после этого идет на работу, после этого приходит домой, и после этого тратит часть своей жизни на то, что он работает, ему за это платят деньги. Поэтому условно можно сказать, что стоимостью нашей жизни является время, которое мы провели на своей работе, деленное на те деньги, которые мы за это получили. Именно поэтому стоимость нашей жизни столько и стоит. Стоимость нашей жизни и определенная сумма времени, которую мы потратили на свою работу. Можно ли изменить стоимость нашей жизни и каким образом это сделать? Может ли стоимость жизни увеличить наше материальное благополучие? Ответ мой положительный. Конечно, можно. Что же обуславливает нашу жизнь? А давайте теперь посчитаем, какие хорошие эмоции есть вообще в нашей жизни. Итак, первое. Хорошо эмоционируй, получай удовольствие в семье, получай удовольствие от того, что происходит вокруг тебя. Отдыхай. Итак, давайте каждое из этих мной проговоренных пунктов попробуем обозначить для себя. Итак, получай удовольствие. А теперь давайте вернемся. Мы от работы получаем удовольствие, когда мы работаем. Когда мы живем, мы испытываем состояние эстетизма или мы не испытываем это состояние эстетизма? Каждый раз, когда мы приходим домой, кушаем ли мы с красивых скатертей, из красивых тарелочек, с теми людьми, которые нам нравятся? А ведь вы, наверное, знаете, что те люди, которые достигают материального прироста в своей жизни или материального благополучия, это люди, которые прежде всего являются эстетами. Мой совет вам: каждый раз, когда вы приходите домой, или каждый раз, когда вы находитесь где-либо, получайте эстетическое удовольствие от того, что есть вокруг вас. Постарайтесь рассмотреть, из чего вы едите, кто эти люди, которые находятся рядом с вами. Начните получать от этого удовольствие. Не зря в народе говорят слова, которые звучат так: Бог дает детей и на детей дает. Почему так устроен человек? Потому что когда он приходит домой, он начинает получать удовольствие от того, что рядом с ним растут его маленькие дети. Он видит, как эти маленькие дети делают свои первые шаги, улыбаются, а также произносят первые свои слова. Они называют его папой или мамой, и после этого происходит материальный рост в жизни этого человека. Теперь вы можете понять, почему это происходит. Потому что человек изменяет свою жизнь, наполняя ее эстетизмом, наполняя ее получением удовольствия от того, что он живет в своей семье, отдыхая в этой семье, а также человек делает более дорогой свою жизнь. Он отдыхает, охраняя свое тело, заботится о своем здоровье, заботится о своей психике, не загружает себя страшными программами телевизионными. Человек старается становиться более эстетичным, человек обращает внимание на то, с кем он живет, на то, из чего он кушает, на то, какая его жизнь. Человек не прячется от этой жизни, а постоянно приходит в эту жизнь для того, чтобы получать от этой жизни хоть какое-то эстетическое и внутреннее
внутреннее удовольствие, он отдыхает от работы в семье, и таким образом в его жизни и получается увеличенная стоимость его жизни. Мой совет для вас такой. Каждый раз, когда проснешься, и тебе нужно пойти на работу, не торопись вставать. Попробуй получить удовольствие от того, что ты выспался. Таким образом, обрати внимание на того человека, кто рядом с тобой спит. Постарайся понять, что этот человек для тебя еще и близкий. Постарайся встать и после этого вкусно покушать. Не торопись идти на работу, а постарайся увидеть, что вокруг тебя происходит смена погоды, смена погодных условий, что едут машины. Постарайся сделать так, чтобы день, проведенный на работе, был связан с тем, насколько ты сконцентрирован на этой работе, а день, проведенный дома, был сконцентрирован на отдыхе, который будет связан с этой работой. Так дома я рекомендую выключить свой телефон, закрыть ноутбук и не работать, когда рядом с вами находятся ваши близкие люди, получаете эстетическое удовольствие и моральное удовольствие от отдыха с этими людьми. Не сидите дома, старайтесь постоянно разноображивать свою жизнь, делайте так, чтобы посещение выставок, картинных галерей, рассматривание или прослушивание совместной музыки, а также эстетизм от рассматривания природы или даже обыкновенный мягкий отдых в домашних условиях вызывал у вас чувство внутреннего подъема. Этот внутренний подъем сделает вас в дальнейшем материально богатыми людьми, потому что, еще раз хочу сказать, наша жизнь имеет определенную стоимость. Хочу вам задать еще раз вопрос. Ребята, сколько же стоит ваша жизнь? Ваша жизнь стоит именно столько, сколько вы эту жизнь оцениваете для себя. А вы ее можете оценивать в случае, если в этой жизни появляется огромное состояние счастья, материальное благополучие, которому будет способствовать огромное количество отдыха, внутреннего состояния удовольствия, а также крепкой и доброй семьи. Что такое энергия денег? Мы очень часто слышим: энергия денег, привлеки в свою жизнь энергию денег, нужно, чтобы было много энергии денег. Энергия денег нам советуют даже выполнять определенные обряды, связанные с энергией денег. Потом говорят: мы вам передадим простукивание, и там 10 стадий простукивания, каждый по $300, простучим, и ты станешь умным, и после этого у тебя появятся деньги. Рекомендую, простукивание делается так. Когда вы потратили деньги, стучите, говорите: боже мой, помогает. Я достал деньги, но вы меня не знаете, и вы увидели меня с этими деньгами. У вас должны возникнуть какие-то чувства. И я сразу скажу, какие чувства могут возникнуть. Они возникают независимо от нас. И это может быть так: у него есть, у меня нету. Поняли? Или почему он умудряется зарабатывать, я не умудряюсь зарабатывать. Почему, вот смотрите, у одного человека, допустим, вы видите даже человека на Мерседесе, и этот человек, который едет на Мерседесе, вы можете думать так: почему он едет на Мерседесе, а я не еду? И начинаете искать причины. Помните? Причиной является история. История топит человека. Помните, я об этом говорил? Таким образом, вы ищете причины, находя историю. История приводит к страданию. В тот момент, когда мы получаем страдания, в момент общения с энергией денег, в этот момент Бог нас любит, и Он забирает у нас деньги в чистом виде, чтобы мы не испытывали страдания. Дело в том, что ритуалы, они не влияют ни на деньги, ни на человека. Они влияют на чувствование данной энергии. А чувствование данной энергии возникает в тот момент, когда человек видит деньги, и это его внутреннее чувство. Если я страдаю от того, что я вижу деньги, то, работая с магическими пасами, увеличивая энергию денег, я буду увеличивать свои страдания, когда я буду на них смотреть или о них думать. Поняли? Так у меня было мало долгов, начинаю работать с магическими пасами, долги увеличиваются, начинаю продолжать, долги увеличиваются, начинаю продолжать, долги увеличиваются. Если не возникают эмоции, то нужно сделать так, чтобы они возникали правильные. Поняли? Я хочу вас научить, как сделать так, чтобы Бог начал давать вам энергию денег в том виде, в котором мы привыкли ее получать. В виде национальной валюты, ненациональной валюты и других абсолютно нам чуждых валют. Да?
А также в случае, если не валюты, то тогда, чтобы это происходило в виде общих там, материальных ценностей и так далее, и так далее. Понимаете? Оказывается, в социуме люди придумали слово «потратить». И это неправда. Потому что слово «потратить» не бывает. Каждое действие равняется противодействию. Объясню почему. Когда вы покупаете вот такую штучку, то вы не тратите, вы приобретаете штучку. Поняли? Если в ваших мозгах есть особенность, которая делит на тратит, то тогда ресурс денег израсходуется. Помните, я говорил, что есть сети ментальные. Вы их сами на себя одели, и в этих ментальных сетях вы считаете, что вы тратите больше, чем зарабатываете. Просто измени свое состояние, измени его путем получения радости, а не получением страдания. Ведь вы же мечтали о платье, вы его наконец-то нашли, вы его одели. Что же вы переживаете по поводу того, что вы потратили? Вы его приобрели. Каждый раз, когда мы начинаем ночью страдать, мы включаем состояние страдания. И это формирует в нашей жизни страдания. Помните, я говорил, особенность нашей жизни заключается в том, что если человек создает проблему страдания по отношению к чему-либо, то у него это страдание забирает. Поэтому если посвятить страдания деньгам, то тогда у вас деньги забирают. Поэтому убрать вот такое страдание калькулятора можно при помощи слова «я покупаю» или «я приобретаю», как вам будет удобно. Каждый раз, когда вы тратите, вы можете говорить «покупайте платье» и говорите «покупаю свою красоту дополнительную». Покупка – это жертвоприношение денег. Поняли? Смотрите, покупка – это жертвоприношение денег. Вы должны, если вы просто так жертвоприношение делаете и после этого неблагодарны тому, что у вас дается, то тогда жертвоприношение, не посвященное ничему, не приносит никаких плодов. То есть боги нас не видят и нас не слышат. Таким образом, если мы делаем такое жертвоприношение в виде денег и его посвящаем чему-то, то тогда это что-то обязательно придет. Вы представляете, из этого выходит вторая система, которая звучит так. Все деньги имеют свое направление, поэтому посвящайте деньги чему-либо. Почему у нас не возникает мотивация, когда мы видим деньги, почему не возникает еще что-то, я об этом тоже сегодня расскажу, так как весь сегодняшний день будет целиком посвящен работе с энергией. Очень интересный вопрос, который хочу я сегодня затронуть. Этот вопрос касается денег, которые мы взяли в ипотеку или взяли в виде кредита. Каким образом мы можем отдать этот кредит и каким образом у нас не получается отдавать эти кредиты? Итак, вопросы этих два. Именно с первого вопроса, почему у нас не получается отдавать деньги, которые мы взяли в кредит, этот вопрос я хочу рассмотреть очень плотненько. Это связано с тем, что человек не знает секрет, который звучит так. Если деньги взять из будущего, то тогда в настоящем ты их привычным для себя способом уже никогда не заработаешь. Таким образом, вы эти деньги берете откуда? Вы же эти деньги берете из будущего, то есть вы берете или финансируете из того времени, когда вы их должны заработать. Если вы их возьмете в будущем времени, эти деньги, то тогда в настоящем времени вы эти деньги не сможете заработать. Существует элемент, который называется эзотерика первопричин. Так вот, первопричины могут быть в том, что человек когда-то застудил свои ножки, и после этого в дальнейшем он болеет какими-то заболеваниями артрита. Точно так же и в будущем может быть. Если мы возьмем деньги из будущего, тогда привычные моменты, когда мы умели зарабатывать эти деньги привычными для нас способами, будут для нас заблокированы. Это именно тот секрет, который обычно нарушают люди, не понимая, что если вы привыкли зарабатывать деньги за счет своего предприятия и возьмете деньги для того, чтобы это предприятие в дальнейшем развить, то у вас ничего не получится в жизни. Вопрос, каким же образом можно отдавать деньги? Отдавать деньги нужно, ставя для себя это целью. Каждый раз, когда человек ищет поводы отдать деньги, у него появляются возможности эти деньги отдавать. Но часто люди совершают ошибку и в этом случае. Они ставят для себя поводом не отдавать деньги, находя поводы для того, чтобы этого не делать. Так, каждый раз, когда получается заработать определенную сумму денег, они говорят, гораздо важнее, и начинается сделать зубы, купить очки, приобрести телефон, новую помаду, пудру, заплатить за что-то, забывая, что основа нашей жизни является жить без долгов. Таким образом, каждый раз, когда человек
берет деньги у будущего и должен их отдавать, он не может двигаться быстро на пути зарабатывания большого материального благополучия. И для него должно появиться должна появиться цель, при которой он поставит для себя намерение, которое заставит его в дальнейшем это намерение выполнить. Скоро я отдам все свои деньги, которые я должен по кредиту. Каким образом? Представьте себе большую плотину. Можем ли мы ее очень быстро разбить? Это плотина наших долгов. Можем ли мы очень быстро разбить такую плотину? У нас же нет сил. А вот теперь представьте, я подошел, у меня есть специальная иголочка, и я сделал очень-очень маленькую струйку. После этого эта струйка, она будет медленно разрушать по чуть-чуть вот такой большой заборчик, который в дальнейшем 100% прорвет. Почему? Потому что намерение отдавать деньги даже по чуть-чуть заставит эту жизнь повернуться так, чтобы вы отдали все деньги. Таким образом, не совершайте никогда в жизни ошибок. Никогда не берите деньги в долг. Помните всегда, что деньги имеют свое направление. Таким образом, если вы возьмете у частных лиц деньги в долг, то у меня, допустим, деньги лежат на то, чтобы купить обувь. Если я эти деньги одолжу вам, то после того, когда вы их возьмете и потратите на что-либо, эти деньги вернутся все равно мне. Но вы их не сможете, за эти деньги вы не сможете направить энергию ни в какую сторону, потому что там есть свое направление. Это направление звучит так: я хочу, чтобы те деньги, которые есть у меня, были потрачены на обувь. Таким образом, они ко мне придут, и я их все равно потрачу на обувь, а вы при этом потеряете. Тот человек, кто занимает другому человеку, делает не добро, а зло. Почему? Существует еще одна тайна. Эта тайна звучит так: человек должен рассчитывать сам на себя. Когда я говорю эти слова, я очень часто осознанно это делаю, потому что каждый раз, когда человек рассчитывает на других людей, он совершает ошибку. Каждый раз, когда человек рассчитывает сам на себя, это говорит о том, что он правильно руководит своей жизнью. Почему? У меня есть определенный доход. Я должен тратить столько денег, сколько существует у меня дохода. В случае, если меня кто-то или что-то заставляет тратить больше, то таким образом я плавно делаю из себя банкрота и привожу к себя к элементу дальнейшего банкротства. Таким образом, если человек не рассчитывает полностью сам на себя, не рассчитывает жить по средствам, то он, как бы ни хотел, становится банкротом. И после того, когда он живет не по средствам, видимо, от того, что он привык так жить, не имея возможности пересмотра своих внутренних ценностей, живя как бы по привычке, ему необходима хитрость. И его хитростью является возможность взять деньги в кредит. И после этого, тратя такие деньги на себя, он все равно живет под тем прихотям, которые были раньше, и он умудряется все сильнее и сильнее падать в долговую яму с невозможностью дальнейшего выхода из этих долговых ям. О том, как сделать свою жизнь великолепной и сделать свою жизнь наполненной материальным благополучием, об этом вы узнаете в следующих наших программах.